Всем привет! Вы на канале MiniOS. Сегодня мы поговорим о сборке модулей. Модуль – это образ файловой системы SquashFS. SquashFS, в свою очередь, это сжимающая файловая система, работающая в режиме только для чтения. Файловая система в MiniOS строится из нескольких модулей SquashFS. Они объединяются воедино с помощью специальных файловых систем, таких как AOFS или OverlayFS. С использованием аналогичных методов работают многие другие продукты, использующие слои, к примеру, Docker или Flatpak. Сейчас я покажу вам пример того, как модули объединяются в единую файловую систему. К примеру, первый слой представляет собой базовую систему без графического окружения. Второй слой – это графический интерфейс. Далее идет слой изменений и завершает это все объединенная файловая система, которую видит пользователь, обращаясь к корневой файловой системе. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит в реальности. В папке Bundles у нас находятся точки монтирования модулей. В папке Changes находятся те данные, которые изменены относительно собранных воедино модулей. И в корне у нас находится объединенная файловая система. Это модули, и поверх них находятся изменения. Итак, мы сейчас попробуем с вами создать вручную модуль. Для сборки мы будем использовать файловую систему OverlayFS, так как она содержится в большинстве современных дистрибутивов. А также будем использовать комплект утилит SquashFS Tools. Инструкцию по использованию OverlayFS вы можете найти в интернете. Здесь написано, как что использовать, что для чего нужно. У меня уже подготовлена команда. Здесь в команде непосредственно указание, что мы монтируем оверлей. Дальше пошли опции. В LoverDir указываются папки, которые будут недоступны для изменения. Причем указываются они, начиная с верхней и заканчивая нижней. То есть, как видите, сначала у нас идет самый последний модуль. И вся эта строка, разделенная двоеточиями, заканчивается самым нижним модулем. Это базовая система. Далее через запятую в upperdir указывается то место, где мы будем хранить изменения. Это место должно располагаться на файловой системе, которую поддерживает Linux. То есть это файловая система, поддерживающая права Unix. WorkDir – это служебная папка OverlayFS. Она должна располагаться на том же диске, где располагается upperdir. И в конце мы указываем точку монтирования, то есть то, где у нас будет находиться объединенная файловая система. Я все операции выполняю от имени рута. При работе учитывайте это. Так, я здесь уже экспериментировал. И я очищу данные. Вот, все у меня находится в папке Build. Это папка для хранения изменений, служебная папка и объединенный корень.
Открываем терминал и выполняем команду. Итак, мы объединили файловую систему. Мы можем посмотреть, как это будет выглядеть. Вот наши данные. Это объединенные модули. И если мы здесь, например, создадим пустой файл, то, как можете видеть, он попадает в объединенную файловую систему. Итак, для сборки модулей нам необходимо изменить в терминале корень файловой системы. Для этого нам необходимо использовать команду chroot, указав текущую папку. Вот как видите, у нас уже ошибка, потому что для работы нам недостаточно того, чтобы у нас была создана только объединенная файловая система из модулей и папки для хранения изменений. Для работы Linux-системы нам необходимо также создать остальные системные папки, которые там отсутствуют, но которые должны присутствовать для того, чтобы система была работоспособной. Это папки dev, proc, sys. Иногда бывает нужно примонтировать еще run. Ну и на всякий случай tmp. Далее нам нужно все эти папки примонтировать к файловой системе корневой системы, чтобы система, которая у нас запущена в чруте, она считала, что вот она одна единственная у нас выполняется, чтобы она чувствовала себя реальной. И поэтому мы биндим папки из корня в созданную файловую систему. Итак, как видите, мы все сделали. Теперь мы можем сменить root. Далее необходимо все операции выполнять так, как будто вот мы только загрузили систему, у нас не создан кэш apt, и вот у нас абсолютно чистая система, свежая. Обновляем кэш apt. И давайте для примера создадим модуль с программой Gparted для разметки диска. Итак, программа установлена. Нам необходимо выйти из измененного корня. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот в папке Aper у нас все данные, которые мы вот сейчас делали, создавали, вот они у нас все. Вот Gparted, исполняемый файл. Далее, перед продолжением работы нам необходимо отмонтировать все папки, которые мы только что монтировали. Можно отмонтировать по одной, либо можно размонтировать все в текущей папке. Давайте проверим. Ну, как видим,
данных здесь нет, мы можем спокойно служебные папки удалить. Так у нас остались только папки, которые непосредственно были созданы при создании модуля. Давайте посмотрим. Ну, как видите, в руте у нас только история баша, то, что мы вводили команды, она нам не нужна. UCR не трогаем. В 90% случаев это именно то, что нужно программе. Оттуда ничего не удаляем. Логи нам не нужны. Так. Данные apt нам тоже не нужны. Базу DPKG мы оставляем, чтобы при монтировании модуля ко всем остальным модулям у нас сохранялась база пакетов, чтобы система знала, что у нас установлен Gparted. Ну и кэш нам тоже не нужен, мы его удаляем. В большинстве случаев иногда бывает так, что кэш, какие-то определенные папки, файлы, они нужны. В таких случаях сборка уже несколько сложнее происходит, но в большинстве случаев необходимости их сохранять нет. Так вот у нас в Merged уже все модули плюс Gparted. Давайте создадим модуль. Для этого нам нужна команда mk-squashfs. Вы можете почитать в интернете о ней справку. Я кратко о ней расскажу. Сначала указываем папку, которую будем сжимать, затем указываем имя файла, затем указываем тип сжатия и указываем опционально размер сектора. Я ставлю размер сектора 1 мегабайт. Итак, вот, как видите, почти 3 мегабайта наш модуль с Gparted. Так непосредственно выглядит процесс создания модулей. Он достаточно сложный, поэтому в разных дистрибутивах используются различные вспомогательные средства для создания модулей, которые весь этот процесс упрощают. В MiniOS для этих целей есть утилита apt2sb. Что она делает? Она обновляет список пакетов apt и затем устанавливает в модуль те пакеты, которые вы передадите в ее параметрах. Так, смотрим. Вот наш модуль, те же самые почти 3 мегабайта. То есть эта утилита позволила нам сэкономить большое количество времени, которое мы прежде затрачивали на создание модулей. Бывают случаи, когда создать модуль достаточно, скажем так, когда для создания модуля недостаточно только использования apt. Тогда у нас есть утилита, называется она skr2sb. Ну, говоря иначе, скрипт 2sb. То есть она работает по скрипту. Давайте создадим файл. Итак, здесь, как и при ручном создании модулей, нам необходимо прописать все шаги.
Вот то же самое этот скрипт сделает. skr to sb, указываем скрипт и запускаем. Итак, как видите, на выходе у нас опять тот же самый файл размером почти 3 мегабайта. Давайте посмотрим его содержимое. Для этого есть два способа. Первый — это примонтировать данный файл. Давайте сделаем так. Так мы примонтировали к папке 1. Вот его содержимое. То же самое, как вы помните, то, что мы делали в самом первом случае, когда вручную собирали. Вот у нас сохранены именно те же самые данные, весь мусор автоматически удален. И второй способ посмотреть содержимое — это распаковать. Распаковываем Gparted SB. Вот распакованные данные. Мы можем внести в них изменения и с помощью mk_squash_fs обратно упаковать в модуль. Давайте посмотрим, как это работает. Так как мы упаковываем в тот же файл, в котором у нас уже есть данные, нам надо указать, что мы эти данные не добавляем к образу squash_fs. То есть указать, что не объединять данные. Опция No Append. И далее то же самое. Тип сжатия, размер сектора. Ну, как видите, я сделал ошибку, и поэтому у нас получился вот модуль Gparted S с таким же размером, как и ранее созданный SB. Давайте исправим эту ошибку. Ну вот, теперь они одинаковые. Вот это основные способы создания модулей в MiniOS. В будущих выпусках мы поговорим о более сложных сценариях создания модулей, о решении проблем, возникающих при создании модулей, о том, для чего и как создавать модули относительно определенного слоя, а также обсудим режимы работы Classic и Puzzle в MiniOS. Разберемся, для чего они нужны и когда именно использовать тот или иной режим. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик. А на сегодня все. Пока!